Привет, друзья! Добро пожаловать на канал про кино. Здесь мы говорим про все самое свежее из мира сериалов и фильмов. Громкие премьеры, неожиданные находки и проекты, которые уже обсуждают зрители по всему миру. Сегодня у нас подборка сентябрьских новинок. От легких подростковых драм до мрачных триллеров и фирменного британского юмора. Давайте разбираться, что стоит смотреть в ближайшие дни. И стартуем мы с легкой подростковой истории о мечтах, музыке и свободе. Сериал «Беглецы» от Amazon Prime. Это история 5 друзей, которые решили собрать группу и попробовать ворваться в музыкальный мир, пока лето не закончилось. Тут есть все – романтика, дружба, амбиции и, конечно же, гитары, барабаны и крики «Мы сможем». Главные лица. Уильям Липтон, знакомый зрителю по сериалу «Главный госпиталь», где у него уже были номинации на Эмми. Эксель Эллис и Джереми Юн – настоящие музыканты в жизни. Их герои сражаются с родительскими ожиданиями, экзаменами и собственными страхами. Что говорят критики? Некоторые ругают, мол, предсказуемо клишировано. Но многие зрители кайфуют от легкой атмосферы, классной музыки и летнего вайба. Это сериал для того, чтобы почувствовать энергию подростковой мечты. Вывод. Если вы любите истории о том, как ребята собирают группу и гоняются за мечтой, «Беглецы» – ваш выбор. Отличный сериал, чтобы включить вечером, налить лимонад и просто словить рок-н-ролльный настрой. Но летний вайб – это еще не все. Если хотите чего-то мрачного, напряженного и по-настоящему британского, вот вам новый триллер «Гости» 2025 года. Есть простая девушка Риа, работает уборщицей, живет скромно и незаметно. А есть Фран, богатая, уверенная в себе бизнес-леди. Они знакомятся, и жизнь Рии начинает меняться. Вроде бы дружба и поддержка, но постепенно это превращается в опасную игру с манипуляциями и секретами. Главные актеры. Габриэль Криви, она прославилась в сериале «В моей шкуре» и за эту роль получила награду Бефта. И Ив Майлз. Вы точно видели ее в сериалах «Торчвуд» и «Кембрийская Вера». У нее тоже в трофейном арсенале Бефта. Зрители хвалят атмосферу и актерскую игру, но некоторые считают сюжет чересчур драматичным. Итог. «Гостья» – это история о власти и зависимости, которая держит в напряжении. Если любите психологические триллеры, зайдет отлично. В любом случае, 4 серии пролетают быстро, так что почему бы и не попробовать? После напряженной психологической драмы самое время немного расслабиться и посмеяться. Переносимся в редакцию провинциальной газеты. Сюжет простой, но забавный. В Толедо, штат Огайо, умирающая местная газетенка пытается воскреснуть. Камера наблюдает за редакцией, где главный герой Нед Сэмпсон берется вдохнуть жизнь в старый трутеллер. А вокруг куча колоритных персонажей, смешные ситуации, интриги и вечный вопрос. А зачем нам вообще бумажная газета в 21 веке? Теперь про актеров. Домнал Глисон. Вы его знаете по Гарри Поттеру. Крутой актер с наградами от Ирландской киноакадемии. И сюрприз. Оскар Нюньес возвращается в образе бухгалтера Оскара, как в ситкоме «Офис». Пока серьезных наград у шоу нет, но оно уже продлено на 2-й сезон, значит зрителям зашло. Вывод. Если вам по душе фирменный офисный юмор, рабочая суета, но теперь с газетной ноткой, сериал «Газета» зайдет на ура. Ну а теперь возвращаемся к классике британского детектива. Сериал «Линли» – это современная перезагрузка культовой истории. Главный герой – аристократ Томми Линли. Красавец, умный, вежливый и еще коп. Его напарница – сержант Барбара Хейверс, девушка с рабочего района, жесткая, прямолинейная и вечно спорит. Вместе они – идеальный дисбаланс, который почему-то отлично работает против преступников. В ролях – Лео Сутер, звезда «Викингов Вальхалла», теперь в костюме детектива. София Барклай, вы видели ее в сериале «Тед Лассо». И еще здесь Дэниел Мейс, один из лучших британских характерных актеров. За сценарием стоит Стив Томпсон, который работал над Шерлоком. Так что интриги, диалоги и неожиданные повороты гарантированы. Теперь главное – рейтинг. На Rotten Tomatoes у сериала пока целых 100% от критиков. Хвалят актерский дуэт и баланс классики и современности. Итог. Если вам нравится стильный британский нуарчик, «Линли» точно стоит посмотреть. Из Туманного Альбиона в солнечный Париж, где старые герои возвращаются, чтобы снова сражаться с врагами. На экраны вышел спин-офф «Морская полиция» Тони и Зива. Наши герои живут в Париже, воспитывают дочку Талли. Тони крутит фирму безопасности, Зива ведет школу. И тут бац, кто-то решает сломать их спокойную жизнь. Короче, семейные будни превращаются в боевик с погонями, драками и шпионскими замесами. Актеры: Майкл Уэйзерли, наш любимый Тони Диноза, Коте де Пабло, Зива Дэвид, харизма 100 из 100, плюс награды Альма и Имиджен.
Фанаты в восторге. Химия между Тони и Зивой снова на месте. Ностальгия работает. Экшен бодрый. Критики бурчат, что местами предсказуемо. Но кого это остановит? Вывод. Скучали по морской полиции? Смотрите обязательно, даже если не видели оригинал. Получите бодрый сериал про любовь, Париж и стычки с плохишами. Так что, друзья, вперед. Тони и Зива снова в деле. А теперь более жестокий разговор. Голландский криминал, байкеры и жизнь после тюрьмы. На разборе свежий сериал «Суга. Все или ничего». Главный герой Сандер Заятаман по прозвищу Суга. Бывший босс байкерского клуба выходит на свободу после отсидки. А мир уже не тот. Враги стали сильнее, друзья не те, и еще семейная трагедия висит камнем. Короче, жизнь решила устроить ему квест уровня адский. Кто в кадре? Гей Снайбер. Топовый голландский актер. У него 2 премии «Золотой теленок». Элиза Схаап. Звезда сериала «Под прикрытием» и фильма «Паром». Что говорят зрители? Плюсы. Драйв, жесткая атмосфера, криминал, предательство, все как мы любим. Минусы. Кое-где сюжет знакомый. Второстепенные герои не особо раскрыты. Но, друзья, сезон короткий, всего 5 серий, так что скучать некогда. Мой итог. Если любите криминальные драмы, про байкеров и бандитские интриги, смело включайте. Но если хотите что-то легкое и уютное, лучше поищите другое. После жестких криминальных интриг давайте разбавим атмосферу хорошим британским юмором. Митчелл и Уэбб спешат на помощь. Новый скетч-сериал 2025 года. Формат простой, шутки, пародии, абсурдные сценки. Никаких длинных сюжетов, только чистый британский юмор. Главные звезды Дэвид Митчелл и Роберт Уэбб. Те самые из культового сериала «Пип-шоу». У них уже есть BAFTA и куча других наград. Теперь они снова вместе. К дуэту присоединились и свежие комики. Кейл Смит-Байноу, Стив Мартин, Кристал Эванс и Лара Рикотте. Каждая серия – набор скетчей, пародии на ТВ, странные исторические зарисовки и сцены в писательской комнате, где комики обсуждают сами себя. Критики пишут: сюрреалистично и ностальгично. Скетчи снова живы. Зрители разделились. Одни в восторге, другие ворчат, что раньше было лучше. Итог. Не все скетчи попадают в десятку. Но возвращение дуэта – это событие. Если любите умный британский сарказм, обязательно гляньте. И напоследок, сериал, который заставит вас сомневаться во всем и всех. Психологический триллер с напряжением. Подруга моего сына – новый совместный проект Британии и США. Что тут у нас? У Лары всегда все круто. Карьера, деньги, сын Дэниел. Но тут он приводит домой девушку. Красавица Черри, вся такая загадочная. Мама сразу чует подвох. То ли у девицы корыстные планы, то ли это просто паранойя. В общем, идеальный рецепт для того, чтобы зритель чесал затылок и спрашивал: а кому тут вообще верить? Теперь про актеров. Робин Райт, та самая железная Клэр из «Карточного домика». Ну и, конечно, Форест Гамп никто не забыл. Оливия Кук, хорошо знакомая нам по «Дому дракона». И Лори Дэвидсон, парень, который когда-то сыграл молодого Шекспира. Итог такой. «Подруга моего сына» – это сериал, где доверять никому нельзя. Мама видит заговоры, девушка улыбается слишком идеально, а сын вообще в полном шоке от этого цирка. В результате у зрителя остается только один вариант – самому стать детективом и гадать, кто же тут жертва, а кто кукловод. Так что, если вам надоели простые истории с понятным финалом, включайте этот сериал, здесь вы будете менять свое мнение каждую серию. Вот такие яркие премьеры стартовали в первой половине сентября. Как видите, есть сериалы на любой вкус. Напишите в комментариях, что из этого вы добавили в свой список обязательно посмотреть. А чтобы не пропустить новые обзоры и свежие подборки, жми лайк и подписывайся на ProKino. До встречи, впереди еще много крутого кино и сериалов. Услышимся!